Меня зовут Дмитрий Пехарт. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Изменение формы в инструментах Align и Align 2008. Включаю Autoscale G2 и у оставшегося одного ряда синих стрелок изменяю положение центральной стрелки. Выбираю на одном из векторов квадрат и сдвигаю его. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align 2008 в алгоритме First Manipulate изменяется значение Tangent Scale. В инструменте Align один вариант соединения поверхностей, то есть соединяется первая выбранная поверхность ко второй выбранной поверхности. В инструменте Align 2008 есть возможность сглаживания первой выбранной поверхности ко второй выбранной поверхности к первой и сглаживания обеих поверхностей друг с другом. Изменю местоположение CV поверхности, чтобы сглаженные поверхности в инструментах Align и Align 2008 были похожи. Халы этих CV располагаются перпендикулярно к грани сглаженной поверхности. Похожий параметр есть в Align. Это Alignment Pipe Project по вектору Normal. На примере этих поверхностей я покажу это. Пехарт теория. Сглаживание сплайна к сплайну. Методы создания сглаженных сплайнов. Приблизим сплайн и внимательно посмотрим на его визуальное отображение. В программе Ilias Surface сплайн отображается так. Стартовая точка – квадрат с квадратным центром. Буква U. Круглая точка – вершина. Конечная точка – квадрат с круглым центром. Из моего видео про интерполяцию сплайнов вы знаете, что сплайн – это направленная кривая. Стартовый квадрат и буква U указывают направление. В данном случае слева направо. Похожие обозначения есть и на поверхностях. Создаю сплайн первой степени, G0 сглаженный к другому сплайну. Воспользуюсь инструментом CV Curve. Выбираю инструмент CV Curve. Ставлю первую точку в крайнюю точку сплайна, используя инструмент привязка к кривой. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. Наблюдаю созданный сплайн первой степени, G0 сглаженный к другому сплайну. Создаю сплайн первой степени, G0 сглаженный к другому сплайну. Воспользуюсь инструментом Blend Curve. Открываю расширенные свойства инструмента Blend Curve, выбрав его двойным нажатием мыши. Задаю тип сглаживания G0, а степень сплайна первую. Принимаю настроенные расширенные свойства. Ставлю первую точку в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. Наблюдаю созданный Blend сплайн первой степени, G0 сглаженный к другому сплайну. Создаю касательную дугу третьей степени, G1 сглаженную к сплайну. Воспользуюсь инструментом Arc-Tangent to Curve, Curvature. Выбираю инструмент Arc-Tangent to Curve. Ставлю первую точку дуги в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение графика кривизны. Зажму левую клавишу мыши и смещу курсор вправо. Наблюдаю касательную дугу третьей степени, G1 сглаженную к сплайну. Создаю коллинеарную и G1 сглаженную линию к сплайну. Воспользуюсь инструментом Extend. Выбираю инструмент Extend с включенными свойствами линейного удлинения с созданием новой линии. Выбираю сплайн ближе к конечной точке. Вытягиваю создаваемую линию. Наблюдаю коллинеарную и G1 сглаженную линию к сплайну. Создаю G1 сглаженный сплайн. Воспользуюсь инструментом Blend Curve. Открываю расширенные свойства инструмента Blend Curve, выбрав его двойным нажатием мыши. Задаю степень сплайна первую, а тип сглаживания G0. Принимаю настроенные расширенные свойства. Ставлю первую точку в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. 3.02. Зеленая точка в Blend сплайне говорит о наличии атрибутов, привязанных к геометрии. Задаю сплайну в окне инструмента Blend Curve третью степень. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение графика кривизны. Задам Blend сплайну сглаженность G1. Выбираю в окне свойств Blend Curve инструмент Edit. Выбираю конец сплайна, который должен быть сглажен G1. Задаю сглаженность G1. Наблюдаю G1 сглаженный Blend. Создаю G1 сглаженный сплайн на основе линейного экстенда.
Воспользуюсь инструментом Extend и CV Curve. Открываю расширенные свойства инструмента Extend, выбрав его двойным нажатием мыши. Подтверждаю свойства инструмента с линейным удлинением и с созданием новой линии. Выбираю сплайн ближе к конечной точке. Вытягиваю создаваемую линию. Создаю G1 сглаженный сплайн. Выбираю инструмент CV Curve. Ставлю первую точку в крайнюю точку сплайна, используя инструмент привязка к кривой. Ставлю вторую точку в крайнюю точку линии, используя инструмент привязка к кривой. Ставлю третью точку рядом с линией. Выбираю и удаляю линию. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Включаю у графика кривизны сплайна отображение радиусов. Наблюдаю G1 сглаженный сплайн, построенный на коллинеарной линии. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии, и вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Создаю сплайн пятой степени, G2 сглаженный к другому сплайну. Воспользуюсь инструментом Blend Curve. Открываю расширенные свойства инструмента Blend Curve, выбрав его двойным нажатием мыши. Принимаю расширенные свойства. Ставлю первую точку в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Выбираю созданный Blend Spline. Задаю сплайну в окне инструмента Blend Curve пятую степень. Выбираю графики кривизны и включаю отображение радиусов. Наблюдаю созданный Blend Spline пятой степени, G2 сглаженный к другому сплайну. Разделю сплайн спаном и создам между разделенными частями сплайна в точке спана G2 сглаживания. Воспользуюсь инструментом Insert Span и Move. Выбираю инструмент Insert Span. Ставлю точку спана на сплайне, используя инструмент привязка к кривой. Создаю вместе спана G2 сглаженное соединение. Выбираю крайнюю точку сплайна. Выбираю команду Move. Смещаю точку сплайна вдоль оси Z вниз. Наблюдаю вместе разделения сплайна спаном G2 сглаживания. Разделю сплайн и создам в точке разделения сплайнов G2 сглаживания. Воспользуюсь инструментом Detach. Выбираю инструмент Detach. Разделяю сплайн. Создаю в точке разделения сплайнов G2 сглаженное соединение. Выбираю крайнюю точку одного сплайна. Выбираю команду Move. Смещаю точку сплайна вдоль оси Z вниз. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Продолжаю смещать крайнюю точку сплайна вдоль оси Z вниз. Наблюдаю 2 G2 сглаженные сплайны. Создаю 2 сплайна G3 сглаженные между собой. Воспользуюсь инструментом Extend. Выбираю инструмент Extend с включенным свойством экстраполяции и созданием новой кривой. Выбираю сплайн ближе к конечной точке. Вытягиваю создаваемый новый сплайн. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Наблюдаю 2 сплайна G3 сглаженные между собой. Разрезаю по перпендикулярной линии удлиненный сплайн и создаю между двумя сплайнами G3 сглаживания. Воспользуюсь инструментами Line Perpendicular, Extend и Detach. Выбираю инструмент Line Perpendicular. Ставлю первую точку линии в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку над сплайном. Удлиню сплайн. Выбираю инструмент Extend с включенным свойством экстраполяции без создания новой кривой. Выбираю сплайн и удлиняю его. Разделю сплайн по перпендикулярной линии. Выбираю инструмент Detach. Разделяю сплайн по точке перпендикулярной линии. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature.
Увеличу отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Наблюдаю два сплайна G3, сглаженные между собой, разрезанные по перпендикулярной линии. Создаю сплайн со спаном с G3 сглаживанием. Воспользуюсь инструментами Insert Span и Move. Выбираю инструмент Insert Span. Ставлю точку спана на сплайне. Проверяю на месте спана G3 сглаженное соединение. Выбираю крайнюю точку сплайна. Выбираю команду Move. Смещаю точку сплайна вдоль оси Z вниз. Тип сглаживания при разделении сплайна спаном зависит от степени исходного сплайна. Наблюдаю сплайн со спаном с G3 сглаживанием. Чтобы разобраться в NURBS-сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Создаю сплайн вручную, сглаженный от G1 до G3. Воспользуюсь инструментами Arc Tangent to Curve, Line Perpendicular, Move. Выбираю инструмент Arc Tangent to Curve. Ставлю первую точку дуги в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Создаю линии, по которым нужно смещать CV сплайна, для создания сглаженности. Выбираю инструмент Line Perpendicular. Ставлю первую точку около третьей CV сплайна. Ставлю вторую точку линии в крайнюю точку сплайна. Меняю с G1 сглаженности сплайнов на G2. Выбираю третью точку CV сплайна. Выбираю инструмент Move. Смещаю точку CV вдоль перпендикулярной линии, используя инструмент привязка к кривой. Выбираю крайнюю точку CV сплайна. Смещаю точку CV вдоль перпендикулярной линии, используя инструмент привязка к кривой. Наблюдаю сплайн вручную, сглаженный от G1 до G3. Создаю сплайн через атрибуты, сглаженный с G1 на G3. Воспользуюсь инструментами Arc Tangent to Curve, Windows Information, Transform. Выбираю инструмент Arc Tangent to Curve. Ставлю первую точку дуги в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Включаю у графика кривизны сплайна отображение радиусов. Выбираю график кривизны. В окне Windows Information включаю отображение радиусов. Изменяю с G1 сглаженности сплайнов на G3. Выбираю сплайн. В окне команды Windows Information в атрибутах изменяю радиус сплайна на такой же, как у другого сплайна. Изменяю длину сплайна. Поворачиваю сплайн. Выбираю инструмент Transform. Выбираю вращение вдоль оси Z. Вращаю сплайн до соединения графиков кривизны. Наблюдаю сплайн, сглаженный через атрибуты с G1 на G3. Создаю сплайн, сглаженный от G2 до G3. Воспользуюсь инструментами Transform Curve и Stretch. Выбираю инструмент Transform Curve. Выбираю сплайн. Смещаю сплайн в крайнюю точку другого сплайна, используя инструмент привязка к кривой. Переключаю у инструмента Transform Curve со свойства Translate на Rotate. Вращаю сплайн до соединения графиков кривизны. Изменяю с G2 сглаженности сплайнов на G3. Выбираю сплайн. Выбираю инструмент Stretch. Добавляю еще две точки редактирования сплайна в этом инструменте. Смещаю крайнюю и третью точку сплайна вдоль осей Z и Y до совпадения графиков кривизны сплайнов. Наблюдаю сплайны, сглаженные G3. Сглажу сплайн к середине другого сплайна. Воспользуюсь инструментами Extend, Transform и Move CV. Выбираю инструмент Extend с включенным свойством экстраполяции и созданием новой кривой. Выбираю сплайн ближе к конечной точке. Вытягиваю создаваемый новый сплайн к середине сплайна до линии графика кривизны. Включу график кривизны всем кривым. Воспользуюсь инструментом Curvature. Выделяю все кривые. Выбираю через сочетание горячих клавиш инструмент Curvature. Увеличу отображение
отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Выроню короткий сплайн по графику кривизны длинного сплайна. Выбираю инструмент Extend. Выбираю короткий сплайн около крайней точки. Выравниваю сплайн до графика кривизны длинного сплайна. Соединяю другой сплайн в центре длинного сплайна. Воспользуюсь инструментом Transform. Выбираю сплайн. Выбираю инструмент Transform. Перемещаю сплайн к крайней точке короткого сплайна, используя инструмент привязка к точке. Вращаю сплайн для близкого расположения графиков кривизны сплайнов друг с другом, получая G0 соединение. Получаю G1 сглаживание сплайнов. Воспользуюсь инструментом Move CV. Выбираю вторую точку CV. Выбираю инструмент Move CV и смещаю CV к линейно халу короткого сплайна, получив G1 сглаживание. Получаю G2 сглаживание сплайнов. Выбираю вторую точку CV. Смещаю инструментом Move CV третью точку хала сплайна перпендикулярно, до образования G2 сглаживания. Получаю G3 сглаживание сплайнов. Выбираю четвертую точку CV. Смещаю инструментом Move CV четвертую точку хала сплайна перпендикулярно, до образования G3 сглаживания. Удаляю короткий сплайн. Наблюдаю сплайны, сглаженные G3 к середине сплайна. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, будете видеть НУРБ с поверхности и поверхности Безье во множестве окружающих вас вещей. Сглажу сплайны автоматическим методом Align. Выбираю один сплайн около той крайней точки, которую хочу соединить. Выбираю второй сплайн. Наблюдаю G0 соединения. Изменяю в расширенных свойствах инструмента Align вид сглаживания на G1. Изменяю сглаживание на G2 и на G3. Задаю количество degree 5. Наблюдаю сглаженные сплайны автоматическим методом Align. Сглажу сплайны автоматическим методом Align 2008. Выбираю точку сплайна, который нужно сгладить. Выбираю точку другого сплайна, которому хочу сгладить первый сплайн. В инструменте Align 2008 изменяю сглаженность с Position на Tangent, то есть с G0 на G1. Изменяю сглаженность с Tangent на Caveche, то есть с G1 на G2. Наблюдаю сглаженные сплайны автоматическим методом Align 2008. Сглажу сплайн автоматическим методом FreeForm Curve Blend. Воспользуюсь инструментами FreeForm Curve Blend, Caveche, Query Edit, SynthPivot, Move CV, Scale, Extend. Выбираю инструмент FreeForm Curve Blend. Ставлю первую точку на сплайне и веду ее в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку на другом сплайне и веду ее в крайнюю точку сплайна. Задаю график кривизны сплайном. Выделяю сплайны и выбираю инструмент Caveche. Увеличиваю масштаб графиком кривизны сплайнов. Зажав левую кнопку мыши, веду вправо курсор мыши. Изменяю виды сглаживаний сплайном. Выбираю инструмент Query Edit и захожу в историю создания сглаживания у сплайна инструментом FreeForm Curve Blend. Задаю G0 сглаживание сплайна с двух сторон. G1 сглаживание. G2 сглаживание. G3 сглаживание. Создаю плавное изменение графиков кривизны при G3 сглаживании. Выбираю инструмент SynthPivot и выставляю пивот у сплайнов в их центре. Выбираю 2 CV у сплайна. Выбираю инструмент Scale и масштабирую 2 CV, изменив тем самым их местоположение. Выбираю инструмент Move CV и смещаю CV перпендикулярно вниз. Выбираю инструмент Scale и масштабирую 2 CV до плавного перехода у графиков кривизны. Создаю такой плавный переход с другой стороны сглаженного сплайна. Редактирую инструмент FreeForm Curve Blend, изменив значение у алгоритма Lock Shape Controllers. Выбираю инструмент Extend и изменяю длину нижнего сплайна. Наблюдаю сглаженный сплайн автоматическим методом FreeForm Curve Blend и задание разными методами плавного изменения графиком кривизны при G3 сглаживании. Создам сглаженный сплайн Blend Curve и задам плавное изменение графиком кривизны при сглаживании. Воспользуюсь инструментами Blend Curve, Caveche, Blend Curve Edit. Выбираю инструмент Blend Curve,
двойным нажатием кнопки мыши и открываю расширенные свойства. Задаю пятую степень создаваемого сплайна. Ставлю первую точку на сплайне, ставлю вторую точку на другом сплайне, задаю график кривизны сплайном. Выделяю сплайны и выбираю инструмент Kavache. Увеличиваю масштаб графиком кривизны сплайнов. Задаю плавное изменение графиком кривизны при сглаживании. Выбираю инструмент Blend Curve Edit и крайнюю точку Blend сплайна. Выбираю у появившегося вектора редактирования разные оси направления сглаживания и изменю угол сглаживания. Выставлю изначальное положение сплайна. Выбираю квадрат на векторе редактирования, который отвечает за G1 сглаживание, и изменю его местоположение. Выберу другую крайнюю точку сплайна и изменю ей также G1 сглаживание. Задаю G2 сглаживание и выставлю седьмую степень. Задаю G3 сглаживание. Изменю при помощи вектора G1 сглаживание до плавного перехода графиков кривизны. Наблюдаю сглаженный сплайн Blend Curve и плавное изменение у графиков кривизны. Создам сглаженный сплайн у пересекающихся двух сплайнов. Воспользуюсь инструментами Curve Fillet, Kavache. Выбираю инструмент Curve Fillet. Ставлю первую точку на одном сплайне около пересечения с другим сплайном. Ставлю вторую точку на другом сплайне. Изменяю значение Hardal Length на 30. Отключаю Kavache Comp. Задаю график кривизны сплайном. Выделяю сглаженные сплайны и выбираю инструмент Kavache. Изменяю виды сглаживания. Выбираю в алгоритме Section Type G0 сглаживание, G1 сглаживание, G2 сглаживание, G3 сглаживание. Наблюдаю сглаженный сплайн у пересекающихся двух сплайнов. Рассмотрю создание филлета G0 чамфы разных видов. Воспользуюсь инструментом Curve Fillet. Выбираю инструмент Curve Fillet. Ставлю первую точку на одном сплайне около пересечения с другим сплайном. Ставлю вторую точку на другом сплайне. Изменяю в алгоритме Construction Type на радиус. Возвращаю обратно Hard. Меняю в алгоритме Hardal Type на Tangent Length. Возвращаю обратно Hardal Length. Включаю алгоритм Explicit Control, уменьшаю степень сплайна до 1. Наблюдаю филлет G0 чамфе. В следующей серии. Pechart теория. Соединение сплайнов и поверхностей. Выбираю один сплайн, потом второй. Смещу сглаженный сплайн к концу сплайна за синюю стрелку. Видно, что сглаживание G2 сохраняется. Выбираю инструмент Multi-Surface Draft. Выбираю сплайн и синей ручкой перемещаю грань поверхности на середину сплайна. Сглаживаю G2 средний сплайн к другим сплайнам. Задаю в инструменте Align G2 сглаживание. Сглаживаю сплайн к грани поверхности. Выбираю инструмент Align. Задаю сглаживание G0 и отключаю Blending. Выбираю поверхность и вижу локатор-значок отображения направления U и V на поверхности. Вижу, что при смещении синей ручки G3 сглаженного сплайна к 3 грани, график кривизны в точке соединения сплайна повторяют ускорение графика кривизны поверхности. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам. И я постараюсь вам помочь.